Всем привет. Садитесь поудобнее, мои юные 20, 30, 40, 50, 60, 70 и даже 80 лет. Потому что тема у нас сегодня интересная, да, страх остаться одной. Все по полочкам разложим, как есть, поэтому если к правде не готовы, то лучше не смотреть. Итак, да, кстати, у меня готова новая колода, я ее уже распечатал. Вам я пока ее показать не могу, но вот в канале Telegram, где вот действительно, как говорится, мои люди. Вот я даже не знаю, мне неудобно так называть людей в канале Telegram, но прям вот хочется, потому что там действительно мои люди. И знаете, я напомню, что для тех, у кого YouTube не работает, кто смотрит там с VPN, придумал какие-то колеса и так далее, на Бусти, вот ссылка в описании есть, там даже регистрироваться не надо, просто вниз листайте, там можно будет посмотреть. Но помните, да, в открытую видео лежат только 1 неделю. Потому что я объясню, потому что это все-таки не платформа видеохостинг, да, а вот так вот. Поэтому добро пожаловать. И VPN отключайте, прежде чем туда зайти, а то сайт не откроется. Итак, давайте-ка начнем наш расклад. Колода классная получилась. Можете посмотреть, и вот прям вот завтра на ней начну снимать. Хотя завтра у нас суббота, я хочу полениться, поэтому шортсы. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Карты читаем парно, кратко будет, потому что меня попросили короткие все-таки расклады, хотя бы один сделать, потому что время. И только по факту. Поэтому болтовни не будет, и, как всегда, передо мной бумажка с 4 вопросами. Первый: откуда у тебя такой сильный страх? Ну, корень этого страха, он в детстве. Вот прям вот как семечко. Вот ты маленькая ты. Ну, представь себя маленькую. И вот ты старалась всегда хорошей девочкой быть, чтобы заслужить внимание родителей, любовь родителей. Родители заняты были всегда. И хвалили тебя только за пятерки или за помощь, которую ты окажешь по дому. И ты усвоила очень жестко, что твоя ценность — это то, что ты делаешь для других. И как ты им нужна. Если одна, значит, ты не нужна. Значит, ты сама по себе не ценна, как пустое место. И вот этот паж жезлов, да, он, знаешь, он про твой детский огонек, который внутри горел только ради одобрения. А туз пентаклей — это вот как первая монетка в твою копилку уверенности. Но ее давали только за то, что ты сделала что-то, да? Не просто за то, что ты есть, а что-то ты сделала. Пятерка, посуду помыла, там пропылесосил, неважно. Вот отсюда и растет вот этот корень мощный. Если я одна, значит, я не имею ценности. Это не про логику взрослой женщины. Нет, это про детскую боль. Ты, то есть, с пеленок боишься вот этой пустоты, вот этого чувства, что меня не видят, значит, меня нет. Понимаешь? Что именно страшного ты в одиночестве видишь? Ну, тут, знаешь, самый твой главный страх — это со своими мыслями наедине остаться. Со всей вот этой огромной кучей хлама нерешенного в голове. Вот 7 кубков — это твой шкаф.
который ты годами не разбирал, просто вот затыкало. Ой, затыкало, говорю, как вещи кидают же. А ты туда кинула старые обиды, мечты, которые не сбылись, страхи, на которые ты, как сказать, забила без проработок. И куча вопросов без ответа. Все в этом шкафу. И ты этого шкафа дико боишься. Потому что что? Потому что паш мечей рядом. А это твой ум, который постоянно вот твои мысли гоняет, как белка в колесе. Он острый, он копает, он прям напоминает тебе обо всех промахах, о всех твоих неудачах, о том, что ты не идеальна. И вот страшна не тишина сама по себе, а вот этот диалог внутренний, который может начаться у тебя. И ты боишься, что если останешься одна, то вот этот голос в голове, он начнет тебя грызть. То есть напоминать о том, что ты забыть стараешься. И вот это столкновение с реальной собой, да, без прикрас, без отвлечений, вот это и пугает тебя до усрачки. Ой, извините. Ну, я матом не сказал, да дрожи. И вот ты предпочитаешь забить вот эту тишину хоть каким-то шумом. А это у нас что? Там болтовня, сериалы, даже плохими отношениями забиваешь. Лишь бы не слышать вот этот внутренний вой одиночества, страхов и прочего. Как страх одиночества влияет на твой выбор мужчины и вообще на отношения? Ну, тут все понятно. Этот страх, он, знаешь, твой главный не кукловод, а вот главный дирижер в твоих отношениях. Вот король кубков — это про то, как ты цепляешься за иллюзию хотя бы какого-то тепла, да, хотя бы какой-то близости, даже если это фальшивка. И ты готова терпеть вот откровенный разлад, ссоры, там, даже унижение, потому что король кубков, он и манипулятором может быть. Лишь бы не чувствовать вот эту пустоту одиночества. И что ты в итоге делаешь? Ты идеализируешь своего мужика, приписываешь ему несуществующие качества, лишь бы оправдать свое пребывание рядом. А жрица — это твоя заглушенная интуиция. Она ж правду знает. Жрицу ты никогда не обманешь. Она знает всю правду, все, что у тебя в шкафу, все до деталек, все знает. И она тебе шепчет: он тебе не подходит, посмотри на себя, ты несчастна. Ну нет же здесь любви. Но твой страх одиночества, он, знаешь, он очень громкий, что ты не слышишь свою жрицу даже, игнорируешь или вообще затыкаешь. В итоге что? Ты застреваешь в отношениях, которые из тебя все соки прям высасывают, все силы. Отношения, где ты не растешь, а деградируешь. Ну а как на жизнь влияет? Ты живешь не своей жизнью. Ты свое время драгоценное тратишь на то, что тебя разрушает. Вместо того, чтобы строить что-то настоящее для себя, ты просто затыкаешь все и тратишь свою энергию, свое время на то, что тебя разрушает. А от этого что у нас? Самоуважение теряется с каждым днем, с каждой секундой, которую ты проводишь не с тем человеком, лишь бы не одна. Хотя у тебя есть любимая. Лучше быть с кем... нет, лучше не быть с кем попало. Лучше быть одной, чем с кем попало. Ты сама-то в это веришь? А? Это слова только. На самом деле ты все равно это делаешь. Что поможет тебе почувствовать себя комфортно? Ну, тут четко прям пора делать решительный шаг. Вот смотри, 8 кубков — это не просто уход от бедра такая, а вот это осознанный смелый шаг навстречу себе. Себе. Прямо сейчас. Не когда-нибудь, не завтра, не послезавтра, не с Нового года, не с дня рождения. Сейчас.
Нужно уйти от того, что тебя тянет ко дну. От токсичных отношений, от привычки цепляться за кого-то попало. Освободить нужно место, но это только первый шаг. А дальше четверка мечей. И это не просто отдых, это твоя личная перезагрузка. Намеренное, сознательное время только для себя. Без всяких телефонов, без соцсетей, без вот этого бегства в сериалы турецкие. Просто вот ты и тишина, и больше ничего. И начни с малого. Там по 10 минут сиди и себя слушай. Себя слушай, не музыку в наушниках. Слушай свое дыхание. Свои чувства слушай, даже если они неприятные. Не убегай от них, нет. Потому что это все как перезарядка телефона. Вот смотри. Тишина — это этот, как его, провод зарядочный, а ты телефон. И вот в тишине ты заряжаешься. И найди то, что тебя наполняет одну, когда ты одна. Там рисование, прогулка, только без наушников. Там просто кофе у окна попей и наблюдай там за птичками. Учись быть сама собой в мире, понимаешь? Не как с врагом, а как с подругой, которую ты давно игнорируешь. Ты свою жрицу душишь. Это нелегко, конечно, сопротивление будет огромное, но это единственный путь превратить свое одиночество из кошмара, да, вот в самый такой не энергичный, а вот заряженный ресурс. Вот начни с ухода, понимаешь? Потому что там твоя сила. Обязательно подпишись на канал, жмякни на колокольчик и переходим ко второму варианту. Ну что, двоечки, одевайте штанишки и полетели. Откуда этот страх одиночества? Тут, знаешь, тут, конечно, не детские травмы. Тут твое вот сейчасшнее мироустройство. Сейчасшнее есть такое слово. Не путайте мой язык с русским языком. Я с вами разговариваю на краптоновском, где есть егошнее, сейчасшнее и так далее. И вот проблема сейчас в нынешнем мироустройстве, как сейчас. Ты построила свою жизнь на двух столбах. Понимаешь, это контроль и статус. То есть четверка пентаклей — это твоя железная хватка. Ты крепко держишься там за свою работу, за свои деньги, за свой дом, за свою репутацию. Я сильная и независимая. А это твоя броня. Понимаешь? А королева мечей — твой образ. Ты научилась быть острой, умной, суперлогичной, немного холодноватой. Ты всем доказываешь, что сама с усами. Я сама справлюсь, я сама ты. А корень страха — ты до ужаса боишься, что если останешься одна, то вот этот твой весь тщательно выстроенный мир, он рухнет. И у тебя в голове: кто я без своей должности? Кто я без своего там идеального дома? Без этого образа снежной королевы? Тебе кажется, что вот одиночество, оно равносильно потере всего. У тебя страх не в пустоте, а в том, что ты без вот этого домика карточного и без контроля, и без имиджа ты станешь никем. Понимаешь? Ты поверила, что твоя ценность — это в обертке, а не в том, что внутри. Оттуда и страх остаться без вот этой крепости своей. Чего конкретно боишься в одиночестве? Знаешь, боишься ты оказаться лицом к лицу с тем, что ты сама на себя навешала. То есть, объясню, 10 жезлов — это груз, да, но тут не просто груз. Это твоя добровольная каторга.
Ты на себя взвалила абсолютно все. А ответственность за всех родных, за друзей, за работу, за идеальный порядок дома, там за все, чтобы вот все как надо было. И ты сама создала эту ношу. И мир рядом — это не гармония, это иллюзия завершенности, которую ты задерживаешь. Понимаешь? То есть в моменте, вот как тебе сказать-то? В моменте. То есть ты боишься, что одна без вот этой вечной гонки, куча обязанностей, ты увидишь правду, что вся твоя полная чаша — это твоя личная тюрьма. Что ты носишь вот эти палки не потому, что надо, а потому что это вот отговорка не встречаться с самой собой. Ты тишины боишься, потому что в тишине придется спросить, а чего я хочу, а чего мне нравится, а кто я, когда вот мир не спасаю. И это страшнее любого одиночества. Признать, что ты сама себя заперла в клетке вот этого долга, палок вот этих, имиджа. И ключ всегда был у тебя в кармане, а ты этого не признаешь. Тебе страшно увидеть, что ты сама выбрала вот этот груз, чтобы не чувствовать, что пустоты. Как это калечит твои отношения? Ну, тут прям все как есть. Твой страх, он, знаешь, приказывает тебе выбирать не мужчин, а функции ихние. Вот двойка мечей — это твоя слепота. Ты сознательно глаза закрываешь на недостатки, на флаги эти красные, на отсутствие чувств. А зачем? А потому что рыцарь мечей рядом — это твой критерий удобства и статуса. Ты ищешь не любовь. Ты человека ищешь, который впишется в твой выстроенный мирок и не будет его разрушать. Который будет там достойно выглядеть со стороны. Понимаешь? Чтобы подходил к образу королевы мечей. Чтобы, как говорится, всем говорить, мы одна сатана. Одна, как это называется, забыл поговорку. Муж и жена одна сатана. Вот. Мужик, который не пошатнет твой вот денежный контроль. Который, может, даже возьмет на себя часть твоих палок. Или наоборот, не будет мешать тебе его нести. И держишься ты за отношения, где нет ни искры, ни глубины, а иногда даже уважения нет, только потому, что этот человек безопасный. Безопасный элемент твоей системы Менделеева. Он не угрожает твоему контролю, твоему статусу тоже не угрожает. А остаться одной значит признать, что вся эта система — это фикция, что ты можешь существовать вне вот этой системы. Поэтому что? Ты терпишь скуку, равнодушие, унижение даже возможно, лишь бы не рисковать своим идеальным замком, да? Но замок пустой. Это не жизнь, это существование в клетке по твоим же чертежам. Ай, загораюсь я с вами чего-то. Что реально поможет? Ну, тут, знаешь, по картам хватит охранять музей своей вот этой жизни. Пора поселиться в нее, в жизнь свою. Десятка пентаклей — это не про деньги, это вот про настоящую глубокую укорененность, и вот слова не знаю, понимаешь? Про то, чтобы вот найти ценность не в контроле и статусе, а в простых, теплых, реальных вещах, которые принадлежат только тебе. Заведи там, с малого начни, растение заведи, ухаживай за ним. Не для всяких соцсетей, да, а вот для себя. Найди место свое, там, что это может быть, там, скамейка в парке, какое-то кафе, где тебе просто вот хорошо. Начни делать что-то руками даже, там, готовить, рисовать, мастерить, шить и так далее. Что-то вот, где важен процесс, а не идеальный результат. Это и будет твоя почва под ногами. А рыцарь жезлов — это твоя забытая страсть, твоя спонтанность. Не план на 5 лет, а вот
сейчасшняя хочу, понимаешь? Вот позвони подруге прямо сейчас. Сегодня пятница, там на выходные съезди, завтра там, куда глаза глядят. Без маршрута. Дурацкую вещь купи, которая там тебе улыбнулась. Перестань все просчитывать. Тебе нужно нарушить свои же правила ради вот минутного желания. Вот как в детстве было. Вот в детстве это ж не безответственность, нет. Это вот, как сказать, возвращение к себе живой. Понимаешь? Когда ты начнешь создавать вот эти островки маленькие своего тепла, своего азарта, там, своего разгильдяйства даже, тогда ты поймешь, что одиночество — это не пустота, это пространство, где ты можешь быть собой, без вот этих оберток, контроля, где ты вот не снежная королева, а человек, который умеет радоваться солнышку и глупостям. Вот и начни строить эту жизнь изнутри, не снаружи. Вот кирпичик за кирпичиком, шажок за шажками, своими руками строй. Что-то я с вами загораюсь. Давайте перейдем к третьему варианту. Привет, троечки. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос. Откуда у тебя этот сильный страх остаться одной появился? Ну, слушай, ты повзрослела рано. Но не в плане вот стала самостоятельной, нет. А вот в плане, что с детства в тебе жила какая-то тревога внутренняя. Как будто Как будто вот в тебе с самого начала встроено было ожидание, что что-то не так пойдет. Ты не просто остаться одна боялась, ты прям привыкла, что если не быть правильной, то тебя либо отодвинут, либо просто забудут. Так появилась установка. Чтобы тебя любили, надо соответствовать, да? Надо стараться быть удобной, не выделяться, лодку не качать. Плюс были взрослые рядом, знаешь, которые по правилам жили. Не по любви, а по правилам. То есть там не было разговоров там по душам, да? Никто тебя не учил, что чувство — это хорошо, что быть одной — это не провал. Никто. Скорее наоборот, тебя подталкивали к мысли, что если ты не с кем-то, то с тобой что-то не так. И вот это сидит у тебя внутри, что ценность твоя не в тебе, а в том, что ты кому-то нужна. И что если ты одна, то как будто ты не состоялась. Ты сейчас живешь не в себе, вот как сказать, не в себе, как будто вот по шаблону какому-то, как будто у тебя над ухом сидит вот этот критик внутренний, да, и говорит тебе: не будь лишней, не останься одна, поторопись, а то потом никому не нужна будешь. А все это не твой голос. Ты просто слишком долго впитывала чужие ожидания, а теперь их путаешь с собой. Понимаешь? Корень — это, знаешь, в этой постоянной внутренней гонке за тем, чтобы быть достаточно хорошей для кого-то. Для кого? Не знаем мы. Ни я, ни ты. Тебе надо, чтобы тебя выбрали, чтобы тебя не бросили, не оставили, хотя ты уже взрослая, и ты сама можешь выбирать, что, как и так далее. А вот та прошивка старая, она все еще управляет тобой. Именно она и подкидывает вот этот тебе страх одиночества. Не вышла замуж до 25, до 30 лет. Если детей не родила, то значит, никому ты не нужна. Тебе это внушили. И у тебя в голове быть одной — это проиграло всю жизнь. Это вообще не так. Что именно страшного ты в одиночестве видишь? Ну, ты тут, знаешь, по картам ты не одиночества боишься, а вот тишины.
в которой останешься только ты и мысли твоишние. Потому что ты знаешь, мысли тебе покоя не дадут. Потому что ты привыкла постоянно чем-то заполнять вот это свое пространство. Там общением с друзьями, подругами, отношениями, делами, хобби и так далее. Хоть чем-то. Лишь бы не остаться в полной тишине. Потому что там поднимается то, что ты глушишь. Тревога, вина, ощущение, что ты недостаточно хороша, чтобы кто-то был рядом. Понимаешь? Одиночество для тебя как остановка, где все наружу всплывает. И не просто всплывает, а прямо орет. Из говна вот такой. Голова достается и орет на тебя. И ты начинаешь чувствовать, что ты не знаешь, кто ты такая, чего ты хочешь, ради чего вообще живешь. Потому что много лет ты не жила для себя. Ты была занята тем, чтобы подстроиться. И теперь для тебя быть одной — это как быть вот лицом к лицу с человеком, которого ты даже не узнала бы, если бы на улице встретила. А это кто? Это ты. Ты признать боишься, что внутри не все в порядке, что есть боль, которую никто не видел. Есть у тебя обида, которая так и осталась непроработанной, неразрешенной. И знаешь, что еще? Там появляется ощущение пустоты, вот это. Что ты вот вроде живешь, а внутри как-то пусто. И вот эту пустоту ты пытаешься все время чем-то залатать. И это не про мужчин вообще, нет. Это про то, что внутри у тебя есть трещины, которые ты сама боишься в себе. Понимаешь? Потому что кажется, что если признать, что они есть, то рухнешь. Но правда в том, что ты не рухнешь, просто больно будет. Но и боль — это не конец, это только начало. Понимаешь? Как страх одиночества влияет на мужиков твоих и так далее? Ну, мужиков ты не выбираешь. Ты хватаешься. Извиняюсь. Причем не за человека хватаешься, а за чувство, что ты кому-то нужна. Даже если этот кто-то вообще не для тебя и не про тебя. Даже если он холодный, закрытый, этот, как его, павлинистый, эгоистичный. Ты все равно остаешься с этим мужиком. Потому что хоть какой-то контакт, хоть какие-то отношения, чем никакие. Это твоя защита от одиночества. Ты вообще не думаешь, подходит он тебе, не подходит. Ты знаешь, проверяешь, а он не уходит, а он рядом. А все, рядом, значит, можно выдохнуть. Пусть он там пьяный в соплях или там вообще не работает, на шее сидит. Главное, я не одна. И потом ты привыкаешь. Привыкаешь терпеть, привыкаешь глаза закрывать, привыкаешь себя уговаривать, что не так уж все и плохо, у других семей еще хуже. И вот ты уже не живешь, а выживаешь рядом с человеком, который вообще не про близость. Ты боишься, что если ты уйдешь, то все, назад дороги нет, одиночество. И вот в тебе сидит вот это убеждение: лучше хоть кто-то, чем никто. И вот этот вот хоть кто-то, он превращается в привычку. Понимаешь? Ни любовь, ни романтика, ничего. Ты сливаешь свою жизнь на компромиссы, которые не приносят ни тепла, ни радости. Есть дома домовой, да и хорошо. Ты даже не осознаешь, насколько ты становишься удобной и вот невидимой в этих отношениях. Как будто, знаешь, вот стараешься быть такой, чтобы тебя не бросили. А себя при этом, как говорится, уговариваешь остаться. Так и время идет. Уходит энергия, уходит интерес к жизни, уходит вкус жизни. Потому что рядом не потому, что ты с ним, что там тебя он любит, понимает, а потому что ты боишься остаться одна. Ты скажешь: нет, дед, ты все врешь. А когда он тебе цветы дарил? Последний раз. Просто так. Не на 8 марта, не на Новый год, а вот просто так. А когда он, как говорится, занимался тобой, свое внимание полностью тебе отдавал?
Вы как соседи живете. И тут самое грустное. Ты вроде не одна, но вы и не вместе. Это ты, знаешь, вот каждый день жертвуешь собой ради того, чтобы просто не быть одной. Хотя ты уже одна. Просто рядом вот физически кто-то есть, домовой. Но по сути ты все равно с собой наедине. Только теперь еще и в отношениях, которые делают тебе хуже. Что поможет тебе почувствовать себя комфортно с собой наедине? Ну, знаешь, тебе нужно, как сказать, тебе нужно не учиться быть одной, потому что ты уже одна. Просто ты вот это все время жила с внутренним ощущением, что быть одной — это плохо, это провал и так далее. А на самом деле тебе нужно научиться быть с собой по-человечески. То есть перестать к себе относиться как к чему-то второсортному. Потому что пока ты сама с собой так, ты будешь искать подтверждение своей ценности где-то там, во внешнем мире. А тебе-то этого не дадут. Даже если рядом будет 100 мужиков, внутри все равно пусто будет, если ты сама себя не признаешь. А что поможет? Честность. Причем не с кем-то там, да, не с мужиком, которого ты не любишь, а с самой собой. Перестать нужно глушить свои желания, перестать делать вид, что все хорошо, когда вообще все нехорошо. Начни себе простые вопросы задавать, чего я хочу. Вот сегодня там и так далее. От чего я устала, где я себя предаю. Вот с этого и начинается настоящее соединение с самой собой. И еще перестань цепляться за вот это спасение извне, да? Потому что пока ты надеешься, что тебя кто-то спасет, как-то жизнь перевернется в твою пользу и так далее, то ты просто живешь в ожидании. Так же и в страхе живешь, в контроле. Ничего не меняется. Просто жизнь в одиночестве и в ожидании, хотя ты не одинока, а вообще-то одинока. Тебе нужно не бояться тишины. Наоборот, тебе нужно услышать в этой тишине себя. И это будет очень непривычно, потому что ты не привыкла. Потому что там сначала еще хрень всякая полезет из головы. А это у тебя там обид куча, воспоминаний плохих куча, злость там же. Но это и есть ты. Ты вот настоящая. И когда ты не будешь сама от себя убегать, тебе уже не будет, как сказать, не будет нужен кто-то там, чтобы не чувствовать себя покинутой, потому что ты сама себе перестаешь быть нужной, понимаешь? И вот знаешь, вот тогда ты поймешь, что одиночество — это ж не наказание, это возможность. Возможность стать собой, а не чьим-то каким-то приложением или там, чтобы у тебя какой-то левый домовой с тобой рядом жил. Понимаешь? Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, в любом случае ты не одна, у тебя есть я.